Ребят, всем здравствуйте! Сегодня я стала счастливая обладательница вот этой орхидеи. Мне ее просто так решил подарить муж. Ходила я тут, просила, говорила о том, что у меня очень мало орхидей. Муж жалился надо мной и принес мне ее. В общем, хочу рассказать о том, что же нужно в первую очередь делать с орхидеями для того, чтобы их не загубить, для того, чтобы у них продолжалось цветение, либо чтобы начиналось новое уже домашнее цветение. Это, ребят, вот такой прекрасный биглип. Муж знает о том, что я обожаю просто биглипов. Белые у меня в коллекции есть, но именно чтобы были с розовыми губами, они же ведь тоже абсолютно разные. У меня, конечно, такой нету. Он зашел в альбом, посмотрел, какие орхидеи есть в моей коллекции, а каких нет, и уже по итогу определился. У этой орхидеи все полностью цветение раскрытое. И для того, чтобы, конечно, выбрать красивую, здоровую орхидею, это нужно уметь. И я сейчас замечаю, что у орхидеи нет никаких вкраплений, нет никаких точек. То есть это говорит о том, что ни вредителей, ни каких-то грибковых проявлений именно на цветочках у орхидеи нету. Обращайте на это тоже внимание, как на цветочки, так на листья и на корневую систему. И давайте же, конечно, посмотрим на самое главное, что у орхидей. В основном мы, конечно, их покупаем по цветочкам, красивые, цветущие. Но многие опытные орхиманы, конечно, в первую очередь обращают на листья внимание и на корни, потому что только от этого будет зависеть, насколько ваша орхидея будет в дальнейшем расти. Если она больная, то, соответственно, будет болеть. Если здоровая, то здоровая. Ну вот, ребята, у нее есть вот такое вот одно механическое повреждение. Это никакие не вредители, там ничего страшного. Это, видимо, при транспортировке что-то где-то царапнули. Так, вот здесь тоже на цветоносике есть такая царапина. Ну и, собственно, все. Ствол у нее чистый, хороший. И корневая система также у нее идеальная, отличная, зеленая, гнилостных процессов никаких нет. Единственное, что только корни сероватые, это от того, что ее нужно будет полить. И смотрите, встречаю, наверное, я такое у продажных орхидей впервые, хотя тоже в группах некоторых пишут, что цветонос растет неправильно. Посмотрите, он у нее изначально вообще, где у него начало, непонятно. Изначально рос, что-то петлял, крутился, вертелся во все стороны. И в итоге все равно он нашел рост и вот здесь вот решил выдать цветочки, бутончики и что-то прочее. В общем, если у вас орхидея вот так вот зигзагообразно что-то там растет, выход она всегда найдет. И где ей распустить цветочки и как. Когда мы убедились в том, что у орхидеи вот так внешне все хорошо, нам, конечно, в дальнейшем нужно просмотреть, есть ли у нее торфяной стакан. Вот этот вот верхний слой грунта, его можно вообще отсыпать. Так, буквально немного потряхиваете, отсыпаете. Но я смотрю, что даже вот кора, это очень мелкая фракция, скорее всего, что 6-9, либо 9-12 миллиметров. Также присутствуют кокосовые чипсы. Она не засоленная. Солей здесь не видно практически. Нормально все. И также орхидея, посмотрите, где у нее находится ствол, в самом низу. Ну, ниже она, намного ниже посажена, нежели обычно. И, конечно же, нужно будет ей стволик освободить. Если в дальнейшем начнем поливать так, как мы должны поливать, может вероятность быть того, что этот стволик, он может от воды начать гнить. Я буквально вот немножко освобождаю стволики. И вижу, что у нее уже есть торфстакан. Вот он там внутри. Ладно, давайте сначала займемся именно корой. Ее отсюда будем убирать. Чтобы при поливе, когда она начинает намыкать, и, соответственно, соприкасаясь с шеей, когда шея глубоко посажена, оттуда и начинаются все гнилостные процессы. Обработанным пинцетом, и вот так вот все мне пальцем неудобно оттуда все доставать, я максимально вытаскиваю кору.
И здесь тоже с этой стороны она вот прям плотненько так прижалась к шее. И заодно мы ей потом уже немножко, ну если пространство останется, обновим ей грунт. Добралась я до турстакана и вижу, что он находится вот в такой обертке. Да уж. Конечно, можно, ну, сильно не заморачиваться и его оттуда не вытаскивать. Только единственное, нужно поливать прям орхидею с этими стаканами аккуратно. Вот у меня здесь, наверное, особо-то его вытащить и не получится. Я максимально все равно постараюсь турстакан отсюда достать, для того, чтобы мне уже тоже в будущем не переживать по поводу полива. Вот он весь здесь находится. И буду знать, что ни стволик, ничего не загниет, все будет хорошо. Ну, ребят, сколько я могла турстакана, вот этот вот, ну, как сказать, пластиковая опора, она здесь остается, я ее вытащить не могу. Сколько я смогла, я сняла. Конечно, основную часть освободила. Вот здесь она у меня находится. И, как вы видите, я орхидею ни в коем случае пересаживать не буду, потому что вновь купленные я орхидеи не пересаживаю. Теперь, конечно, что мне нужно будет сделать, это добавить ей коры. Потому что ту кору я уже ее высыпала. У меня есть вот эта вот фракция. Осталось 9-12 миллиметров. Я ее подсыпаю туда. И буквально все. Никаких пересадок, а просто лишь замена частичная старого грунта на новый. И если вдруг вы обнаружили турстакан, либо там, не знаю, не хотите убирать, либо боитесь убирать что-то еще, вам очень сильно поможет не загноить шею орхидеям. Это, ребят, просушки. Обязательно необходимо будет хорошо орхидею поливать и также хорошо орхидею просушивать. И тогда у вас никаких проблем именно с гнилью стволов не будет. Но если вот как я, допустим, не хочу заморачиваться, не хочу там знать, что у меня есть турстаканы, я их лучше удалю. И вот орхидея у меня низко посажена, оно такое, конечно, редко тоже встречается, но, как видите, оно бывает. Естественно, я ее отсюда достать, ну, не то, что не могу, я не хочу ее отсюда доставать, потому что лишний раз дерготня вот это туда-сюда для орхидеи, она не есть хорошо. Я просто вот так подсыплю ей тоже немножко орхиаты, и у орхидеи все будет хорошо. Все, манипуляции в плане грунтов у меня завершена. Конечно же, дальнейшие мои действия, как всегда, я обрабатываю орхидеи от вредителей. Это прям вот как отче наш, необходимо, я это делаю постоянно. Сейчас я обрабатываю листики со всех сторон водкой. В первую очередь для того, чтобы смахнуть пыль с нее. Даже если есть какие-то вредители, то мы их тоже смахиваем вместе с личинками, с чем-то там еще. И когда чистая листовая пластина, то различные препараты, они намного лучше ложатся и впитываются орхидеей. И, ребят, тоже прошу заметить, что данная орхидея, она голландская, потому что в Голландии в основном, ну, конечно, встречается, что они выращивают орхидеи в мху, но это крайне редко. Я сюда сейчас не подсыпаю никаких влагоемких компонентов, а точнее мох, потому что, ну, вот эта орхидея, она не привыкла абсолютно расти в каком-то влагоемком субстрате. У нее только лишь кора. И вот такой вот грязный ватный диск у меня. Дальнейшие мои действия, конечно, я всегда беру Аберон. Здесь вот у меня Аберон, который вы можете также приобретать. И я обрабатываю все свои орхидейки в качестве профилактики только им. И никаких проблем, никаких вредителей у меня теперь нет. Он разводится 1 мл на 2 литра воды, либо 3 капли на 100 грамм воды. Но вот даже 100 грамм воды для одной орхидеи это много. Но я возьму, знаете, 2 капли на 50 миллилитров воды. Хорошенечко все размешиваю.
И раствор сразу готов. Можно орхидею уже обрабатывать абероном. Спирт у меня уже высох. И также, ребят, никаких прилипателей я не использую. Аберон работает так. И хочу еще заметить, если вы будете опрыскивать цветочки абероном, то от аберона орхидея начинает отцветать. Это уже проверено мною не на одной орхидее. Конечно, все равно карантин она у меня сейчас будет проходить. Но если вот вдруг вы даже на цветочках замечаете какие-то вредители, там, конечно, новокупленная, там домашняя цветущая, вы прям обязаны прорабатывать все цветочки, либо вообще это цветение убирать. Но если вот такая свежеиспеченная, новоиспеченная и нет никаких проблем, цветочки можно не трогать. Потом, если со временем вдруг, не дай бог, то уже, конечно, либо убираем цветение, либо прорабатываем все также абероном. Стволик я протираю со всех сторон. Все, обработочку от вредителей, профилактику она у меня прошла. Видите, даже такое большое количество аберона у меня осталось. Можно использовать куда-то в воду, допустим, тех же подур убить, тоже не вопрос. Либо просто выливаете. Далее, ребят, у меня, конечно же, будет это полив. Можно сейчас на момент адаптации взять какие-то антистрессовые препараты, различные, все, что у вас есть, для того, чтобы поскорее адаптировалось. У меня в арсенале есть вот такой прекрасный биологический фунгицид, который содержит живые споры субтилиуса бацилиуса. Также есть хитозан и янтарная кислота. Как-то мне говорили о том, что это маркетинговый ход, что субтилиус бацилиус, янтарная кислота и все так далее. Но, ребят, это действительно работающий препарат. Он мне очень нравится. И вот именно тоже на момент адаптации я вот такие препараты беру. Я всегда орхидеи профилактирую от вредителей и всегда профилактирую от корневых гнилей. Даже от стресса у орхидеи могут случиться именно корневые гнили. Либо вы берете привикур, даже 2 полива можете совершать привикуром, если все хорошо, нормально. Далее какие-то антистрессовые препараты. Но я всегда использую именно фунгициды различные. Смотрите, что у вас есть. Этот препарат также вы можете приобрести у меня. Находите меня в социальных сетях. Ссылки есть в описании под видео. Открывайте и заходите. В общем, по инструкции здесь необходимо 2 грамма на 1 литр воды. Вообще она разводится 20 грамм на 10 литров воды. Это, соответственно, мне много. Я вот так вот на весах отмеряю 2 грамма. Его я изначально растворяю в 100 граммах теплой воды. Вода у меня обязательно прокипяченная, профильтрованная, потому что живые споры и бактерии, они живут только лишь в воде, которая не имеет никаких химикатов, там примесей, которые могут быть у нас в воде. Все вот это вот растворяем. И насколько мы прочитали, что здесь и фунгицид, и именно стимуляторы роста. Вообще должно быть все хорошо. И орхидея тоже адаптируется у меня прекрасно. И полностью его растворив, я уже довожу до 1 литра. Далее, ребят, я решила для себя, что я орхидеи буду содержать именно вот так, горшок в горшке. Можно взять просто поддончик. В общем, как вы решите для себя, так оно и будет. И мне потом удобнее, просто взял этот горшочек и просто на месте здесь поливаешь. На дно я положила именно циофлору в качестве дренажного уровня. И циофлора — это питательный грунт, который в наличии у меня тоже есть, можете приобретать. И здесь будет двойной эффект. И дренажный слой, и питание для орхидейки. Все, вот так вот орхидею я заливаю. Ребят, наливать орхидею, вот даже сейчас нужно мне будет воды. Она же у меня низкопосаженная, соответственно, водички нужно будет добавлять немного меньше, для того, чтобы ствол ее не намочить. Вот где-то примерно вот столько вот у меня получилось. Обычно 2/3, но здесь я сделала ниже. И орхидеи тоже на момент покупки, она у меня простояла уже сутки. Я вижу, что ее нужно попоить, и сейчас это можно сделать. Никакого вреда для орхидеи не будет.
И заодно в этом же видео, ребят, хочу вам похвастать. Вот это вот красавица орхидея, которая мне была подарена на 8 марта. Это белый, чисто белый, потрясающий биглип. Вот так вот он цвел. И знаете, 3 дня назад я убрала ей магазинное цветение, потому что там осталось 3-4 цветочка. Я бы его, может быть, и не трогала, но видите, орхидейка вот выпустила новый цветонос. Вот выпустила новый цветонос. Посмотрите, какое огромное количество у нее наросло новых корешочков. Она прям вообще чувствует себя прекрасно. Вот это все корешочки новые-новые. Кстати, вот у нее есть название на кашпо. А у той орхидеи, вот у этой, никакого названия здесь не подписано. Конечно, в интернете могу найти, поискать, но вы мне можете тоже в комментариях подсказать, как та орхидея называется. И смысл в чем, что именно хочу я вам показать, у этой орхидеи на момент покупки был тот же самый. Я ей также убирала торфяной стакан, я ее также обрабатывала от вредителей, давала ей антистрессовые препараты. Результат потрясающий. Плюс новый листик наращивается. Поэтому на момент покупки не обязательно орхидеи пересаживать. Если вы видите, что все у них хорошо и развиваются они отлично, зачем лишний раз к ним что-то лезть? И корневая идеальная, листья идеальные, все. И также много очень вопросов. Вот я купила, вот мне подарили, когда вот я у вас приобрету, когда у меня орхидея зацветет. Да бог ее знает. Все, конечно, зависит от ухода. Если вы орхидеи не вредите, если у нее идеальное условие, я не говорю про удобрения, кстати, ни разу ничем не удобряла, только давала антистрессовые препараты. Все, орхидея захотела при моих хороших условиях уже дала 2 цветоноса. И я считаю, что я правильные действия провожу по поводу вновь купленных орхидей. То же самое я и повторила с данной орхидеечкой. Вот такое, ребят, у меня счастье, а точнее новая орхидея в моей коллекции. Потрясающий биглип, я от них вообще без ума. И знаете, вот сейчас орхидея это будет поливаться, здесь стоять, ну, 15-30 минут, даже поливать ее можно. Тоже ничего с ней не случится, все хорошо. Дальнейшие поливы у нее будет тогда, когда орхидея подсохнет, то есть грунт сухой, корневая, но не такая, что прям сморщилась, скукожилась, все вот прям пить просит край. Нет, корни сыроватые, кашпо у нее будет тоже, так, давайте покажу. Вот такие орхидеи я стараюсь поливать, когда 2/3 от верха у нее сухого, а 1/3 у нее мокрого, уже можно поливать. Если половина сухого, половина мокрого, еще не нужно поливать. Ну и корни также, они, ну знаете, корни, они сереют у всех по-разному. Я в основном ориентируюсь на полив именно по грунту. Но есть орхидеи, которые водохлебы, и если вы видите, что корешочки сереют, грунт у нее мокрый, но орхидея вот прям вот хочет пить, только тогда вы, конечно, начинаете ее поливать. И вот сколько раз я буду давать ей вот этот препарат. Можно ей в качестве профилактики дать 2-3 раза с интервалом в 14 дней. И потом, если все у нее хорошо, все нормально, также если вы берете какие-то антистрессовые препараты, 2-3 полива будет достаточно. Далее у вас она стоит, их чувствует себя хорошо, все. Никаких препаратов ей не нужно давать. Как я ранее сказала, насчет этой орхидеи изначально были у нее антистрессовые препараты. Потом я ей даже не успела дать удобрения, даже я ей давать удобрения не буду. Насколько я знаю, садовники, когда выращивают эти орхидеи, они большое количество им дают удобрений для того, чтобы они начали быстро расти, начали пышно цвести. И в моих домашних условиях я им больше даю отдыхать. Да, вот сейчас был бы вообще идеальный вариант того, что нужно орхидею удобрить, чтобы цветение было длительное, чтобы оно было пышное. Но прошло всего лишь 2 месяца с момента покупки, и она начинает вновь цвести. И это говорит о том, что орхидее хватает все. Значит, у нее хорошие условия, значит, у нее там заложено различные микро- и макроэлементы, которые ей дают именно силы на цветение. Потом она у меня уже когда отцветет, я ее пересажу, дам ей нормальную посадку. Но тоже на момент пересадки, конечно, удобрения давать не нужно. Она у меня в новой посадке посидит, адаптируется, только потом я ей буду давать удобрения. А до этого тоже дам антистрессовые препараты.
Как вы видите, лишний раз я их не стараюсь чем-то пичкать и чем-то баловать. Ну что ж, ребят, берите на заметку мои наработки, и это вам с легкостью поможет орхидею вырастить прекрасно, идеально и вновь цветущей в домашних условиях. Всем всего самого доброго. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем пока.